В третьей задаче по стереометрии будем искать углы между плоскостями. Условия. В правильной шестиугольной призме все ребра равны единице. Сначала докажем, что плоскости А1, D1 и DB1, F1 перпендикулярны, а затем найдем тангенс угла между плоскостями ABC, то есть плоскостью основания, и DB1, F1. Напомню, что, как и всегда, лучше сначала попытаться решить задачу самостоятельно, а уж затем смотреть разбор. Поехали! Сейчас перед вами в меру моих способностей появится правильная шестиугольная призма. Изображая плоскость А1, D1, стоит понимать, что плоскость-то бесконечна. И в данной задаче, пожалуй, стоит представить себе все сечение этой плоскостью. Это вот такой желтый прямоугольник. Но от второй плоскости нам многого не надо. Ведь вспомните признак перпендикулярности плоскостей. Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендикулярную к другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны. Ага, но здесь прямая F1B1 очень похожа на ту самую перпендикулярную нашей желтой плоскости. Смотрим, А1 перпендикулярна всей плоскости основания, значит и F1B1. Супер. Кому же еще может быть F1B1 перпендикулярно? Да вот D1A1. Это выполняется по свойствам диагоналей правильного шестиугольника. Но лучше бы понимать, почему это реально так. Угол правильного шестиугольника равен 120 градусам. Значит, угол B1 F1A1 равен 30. 120 минус 30 – 90. Также прямая E1 F1 параллельно D1A1. А это значит, что если E1 F1 по 90 к B1 F1, значит и D1A1 тоже. Ладно. Получается, по признаку 4P, так мы называем здесь признак перпендикулярности прямой плоскости, выполняется перпендикулярность F1B1 к желтой плоскости, а значит желтые и зеленые плоскости перпендикулярны. Готово. Делаем глубокий вдох и начинаем пункт Б. Для начала определения. Угол между пересекающимися плоскостями – это наименьший из двугранных углов, образованных этими плоскостями. Здесь все просто. Имеется в виду, что если уж плоскости пересеклись, то угол между ними – это либо острый угол, либо прямой, никак не тупой. Второе определение. Градусной мерой двугранного угла называется градусная мера его линейного угла. А вот здесь любопытно. Сейчас мы посмотрим на деле, как строится этот самый линейный угол. Начнем с того, что основания здесь были параллельны, поэтому мы будем рассматривать плоскости верхнего основания и зеленую плоскость. F1B1 – это прямое пересечение этих плоскостей. Очень важно определить такую прямую. К ней мы будем тянуть два перпендикуляра. Первый, DH будет называться, попадает в середину F1B1, потому что треугольник F1DB1 равнобедренный. Следующий перпендикулярчик D1H. Ну, это мы уже доказали. Мы доказали то, что D1A1 перпендикулярно к F1B1. Так вот, D1HD – это и есть линейный угол двугранного угла. За альфа я его обозначил, сейчас мы будем искать его. Впрочем, можно считать, что он и не терялся, потому что DD1 мы уже знали, единица. А D1H достаточно легко найти. Плоский правильный шестиугольник вам в помощь. Если его сторона равна единице, то наибольшая диагональ будет равна 2. Отрезочек D1H, который мы искали, будет равен 3/2. Затем тангенс найдется, как отношение противолежащего катета к прилежащему, и равен он будет 2/3, что является ответом на вопрос нашей задачи. Тут уж и сказки конец, а кто слушал, молодец. Мои аплодисменты вам.